Дело было в маленьком городе на востоке России. Одну женщину наняли сиделкой к смертельно больной старушке. Та уже несколько лет не вставала с постели и даже не разговаривала, только смотрела побелевшими, как застиранная скатерть, глазами в потолок и ждала смерть, которая никак за ней не приходила. Работа была нетрудная. Несколько раз в день разжать пальцами твердый серый рот и маленькими ложечками вливать в него йогурт и жидкий супчик. Приносить судно, переворачивать старушку, которая весом была не тяжелее большой тряпичной куклы, и протирать ее желтую, будто восковую кожу специальным лосьоном, чтобы не появились пролежни. Но вот однажды сиделка подошла к старушке и увидела, что глаза у нее стали совсем белыми, как у мертвой птицы. Рот открылся, а челюсть съехала на бок. Женщина позвонила в скорую, хотя и понимала, что это уже не поможет. Так и вышло. Усталая женщина в замызганном белом халате строго отчитала ее за вызов мертвячки. «Вам в морг звонить надо было сразу. Правда, все равно раньше завтрашнего утра не придут. На улице метель. Вы ей платочком челюсть подвяжите и окна в комнате откройте. Ничего с ней не случится». Ночевать в одной квартире с мертвой старушкой не хотелось. Но, как назло, родственники покойной уехали в областной центр и тоже должны были вернуться только к утру. Делать нечего. Сиделка нашла в шкафу какой-то платок, ладонью закрыла мертвые глаза, стараясь при этом не смотреть в лицо старушки и думать о своем, о светлом будущем, например, и его пленительной частности. Дальнобойщик по имени Иван, с которым она встречалась уже 3-й месяц, и дело шло к свадьбе. Сиделка распахнула форточку, зачем-то прикрыла старушку тонким шерстяным одеялом и вышла, затворив за собой дверь. Как ни странно, сморила ее довольно быстро, но сон был неглубоким, тревожным. Снились женщины какие-то портовые серые города, басовитые корабельные гудки, чайки, низко пролетающие над штормовым морем. Вдруг ей почудилось, что сквозь сон она слышит шаркающие шаги, как будто кто-то ходит по коридору, медленно, словно с трудом. Женщина села на кровати, протерла глаза, а потом накинула на плечи халат, вышла в коридор и сразу увидела ее, старушку. Та прислонилась к стене. Идти ей было трудно. Колени подгибались. Направлялась, кажется, она в уборную. Сиделка сначала даже не испугалась. Первой мыслью было: неужели врач ошиблась? Ужас какой! А она оставила бедную старуху с распахнутой форточкой в мороз и метель. Да еще и платок так туго повязала, чуть не удушила. Правда, странно, что бабушка шла, ведь последние 2,5 года она с кровати не поднималась. А вдруг упадет, шейку бедра сломает? Женщина бросилась вперед, чтобы поддержать старушку за локоть. «Осторожно, осторожно! Что же вы меня не позвали?» Старуху шатало. Она была еще более бледной, чем обычно, и глаза ее были закрыты. И вдруг она прошептала, слабо и хрипло: «Помоги мне! Руки!» Кажется, сиделка услышала ее голос впервые. «Чем помочь? Давайте я вас в постель отведу. Может быть, чаю горячего с вареньем?» «Нет, руки!» – монотонно повторила та. «Помоги мне, они не разгибаются. Разогни мне руки». Только тогда сиделка и заметила, что руки старухи сложены на груди, как у мертвой. Сейчас. Но прикоснувшись к ладоням старухи, она отдернула руки, как от оскаленной сковороды. Они были ледяными и твердыми. Глаза привыкли к полумраку, женщина пригляделась и увидела на старухином лице фиолетовые пятна. В 3 прыжка она оказалась в своей комнате, плотно прикрыла дверь и задвинула ее письменным столом. Сердце колотилось, в голове шумело. Такого не может быть, просто не может быть. Но это было по-настоящему. Мертвая старуха шла по коридору, осторожно и медленно, с закрытыми глазами и побелевшим лицом. Из-за двери донесся ее слабый голос. «Почему ты ушла? Помоги мне! Руки не разгибаются! Разогни их! Выйди! Открой дверь!» Счет времени сиделка потеряла, но когда старуха затихла, за окном уже светало. Наконец, женщина решилась выглянуть из комнаты. В коридоре никого. Она медленно дошла до комнаты старухи, дверь в которую была плотно закрыта. Женщина не могла объяснить, что ею руководит. Почему она просто не уйдет из квартиры и не забудет о произошедшем?
Старуха лежала на кровати. Руки сложены на груди. Челюсть подвязана платком. На белых щеках иней. Только вот одеяло почему-то валялось на полу, скомканное. Женщина дождалась машины из морга, а потом ушла и больше никогда не возвращалась в этот дом.